Всем привет! Меня зовут Веруша. С 1 марта 2026 года для наших дорогих мужчин в нашей стране изменится расчет алиментов. Я увидела заголовок, что чуть ли не в 4 раза повысятся алименты. Давайте не будем сразу пугаться, во всем разберемся, так ли все ужасно или ничего страшного, всех ли это коснется. Ну и что сами люди об этом говорят. Вообще тема алиментов, конечно, очень многих триггерит. Она считается среди мужчин, конечно, несправедливой часто, потому что мужчины детей не видят при разводе, распил вот это вот имущество, ну и так далее, и тому подобное. Все это для мужчин все больше и больше каких-то ужесточений происходит в этом вопросе. Поэтому, соответственно, и мужчины все меньше и меньше пропадает у мужчин желание вообще создавать, к сожалению, семью. Тенденция не очень хорошая. Ну и вот голос народа, да, очень важен. Я сегодня, во-первых, прокомментирую комментарий мужчины, который предположил в моем прошлом видео, чтобы здорово было бы давать при рождении ребенка квартиру. Тогда родители были бы как-то более... Ну, это стимулировало бы, во-первых, создавать семьи. Сейчас в этом вопросе как раз-таки отток, скажем так. Вот. Во-вторых, это, конечно, бы упрощало жизнь людей, вот эта вот гонка за заработком. В регионах, например, есть какой-то определенный потолок, который, ну, совсем зарплаты не очень большие, растет он вообще крайне-крайне скупо. Вот, и вот сегодня я прокомментирую. Это, конечно, звучит немножко как из области фантазии, чтобы в наше такое капиталистическое время давали всем по квартире, особенно в нашей такой огромной стране, одной из самых больших в мире. Ну и также вот голос народа, да, что сами мужчины вообще говорят по поводу этого изменения, которое будет с 1 марта. Законы, мне кажется, они должны либо регулировать какие-то права, да, людей, там, или людей и государства, и все-таки как-то улучшать жизнь людей. А у нас получается, что одна сторона она страдает, а другая получает какие-то плюшки от этого. Вот мы предполагаем, мы знаем, кто теми алиментов получает плюшки, а кто страдает. В общем, обо всем этом сегодня я буду говорить. Ну вот, не забегая вперед, скажу по поводу того, что касается вот этой мечты, что всем будут давать при рождении ребенка квартиру. На этот счет мне понравился комментарий другого мужчины на форуме, который сказал очень здраво о том, что помимо квартиры здесь нужно еще ребенка вообще на ноги поставить, дать образование. Начиная с детского садика все очень дорого. Мест нету, нужно уже там чуть ли не с рождения ребенка, чуть ли еще даже когда ребенок не родился, уже в очереди этой стоять. И нужно, конечно, очень много финансов для того, чтобы сейчас, в наше время, все действительно очень дорого, зарплаты не растут таким темпом, как растут цены, и вот, то есть не хватит одной квартиры, а здесь нужно всю систему, получается, менять, касаемо, начиная с самого начала, да, ребенка и школа и все остальное. Ну, в общем-то, в принципе, я согласна, да, но все равно было бы неплохо, если бы при возможности давали
Ну, по крайней мере, мне кажется, что многодетным семьям, чтобы давали квартиры, это как минимум, это бы действительно стимулировало. Что касается самого закона, который будет вот с 1 марта. С 1 марта, значит, так по-простому скажу, что, значит, вот этот расчет алиментов, он отвязывается от минимального расчета вот этого заработка, оплаты труда, МРОТ, неправильно сказала, МРОТ, да, и привязывается к средней зарплате по региону. Здесь, конечно, тоже было много возмущений по поводу того, что получается, значит, по бумажке одно, ну, как это, нет бумажки, да, и ты без бумажки ты не человек. Все у нас упирается в бумажки пока еще. Ну, знаете, может еще время такое, когда тебе кажется, что это плохо, а потом настанет время, когда все будет электронно, и тебе уже покажется это время, которое мы ругали, оно хорошее. Ну, как-то я так сталкиваюсь в жизни с тем, что тебе кажется, что оно дальше будет лучше, а дальше только хуже становится. И то, что ты ругал в настоящем моменте, тебе уже потом со временем кажется, что было-то хорошо, что там вообще я наезжала. Ну, в общем, короче говоря, значит, получается так, что на бумажке там, значит, будет высчитываться и зарплата жены, и зарплата мужа, и по бумажке, значит, это все суммироваться вот с этой средней зарплаты по региону. А в итоге-то получается, что семья по факту получает меньше, чем это будет высчитываться, ну, как бы вместе суммироваться. Вот как бы в чем какая-то загвоздка, несправедливость. Тем более я не очень поняла, значит, ну, там при этом кто-то из экспертов сказал, что это коснется множества мужчин. С другой стороны, написано о том, что это не коснется тех, кто, значит, уже по суду платит алименты или у кого есть договор. Ну, вот между собой договорились, я там плачу 5 тысяч, там 10 тысяч в месяц. И вот жену это устраивает, и вот они, значит, договорились, и все. Вот, то есть, ну, вот какая-то, значит, такая вот история. Я очень долго хотела в этом во всем разобраться, но вот по факту, да, вот изменение в том, что, значит, от МРОТа это все отвязывается и привязывается это все к средней зарплате. Это, знаете, мне напоминает, как же это из фильма или из мультика было, кручу, обмануть хочу, или как там это называется. Вот как-то вот эти все время изменения, они... Что началось, да? Вроде все было нормально. Что сейчас началось? Все время какие-то изменения, что-то все меняет. Ну, по факту, мне кажется, что это не улучшение. А если так посчитать, то на самом деле получается, что мужчины будут платить меньше, точнее как, не мужчины, а это же рассчитывается общее по семье полностью. Вот. Ну, там есть какие-то, опять же, отклонения, как это всегда бывает, что если там мужчина не работает, и если мужчина работает. То есть, грубо говоря, как это было? Как это было до 2026 года. Вот, например, МРОТ есть 9 тысяч там с чем-то, до 10 тысяч. И вот, значит, это высчитывается с зарплаты, да, там процент там, от 25, по-моему, процентов у нас алименты минимум. И вот, значит, это суммировалось с МРОТ. То есть, например, там, не знаю, зарплаты там 30 тысяч, высчитывается там 25% или 50% алименты. И, значит, это все коррелируется с этим, с МРОТом. А сейчас будет зарплата средняя по региону, а зарплата средняя по региону это уже не МРОТ, естественно. Зарплата средняя по региону, например, 40 там с чем-то тысяч. И вот это вот так вот теперь будет высчитываться, и, соответственно, сумма будет больше. Соответственно,
Вот в этом как бы получается по бумажке одно, а по факту другое, да, вот. И, в общем-то, немножко такая тема обманутости, как обычно, она может присутствовать. Вот такое вот изменение. Что вы думаете по этому поводу? Ну, никакого улучшения, в общем-то, нету. Главное, чтобы ухудшений не было. Я говорю, я, к сожалению, не супер прям разобралась. Все-таки это не всех вот касается мужчин, да. То есть у многих это останется как и было, но, в общем, кого-то это коснется. Вот так вот. Что вы сами думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Увидимся уже завтра в новом видео. Спасибо, что были со мной. До встречи.